Всем привет! Я Татьяна, вы на моем канале, где я рассказываю о наших путешествиях далеких и не очень. И сегодня у меня для вас история про Квадро Айленд. Это остров, который находится между материком и островом Ванкувер. И мы туда ездили, чтобы рыбачить. Мы добирались до туда на машине, и еще мы везли с собой лодку. Ну, мы ж на рыбалку. Обо всем самом интересном в этом видео, но не забудьте подписаться, потому что будет еще одно видео уже про рыбалку. Ну а теперь поехали! Самый ранний паром в моей жизни 5:15. Зато счастье такое, рассвет над морем. В кафе такие баночки с джемом стоят $1. Но если вы покупаете тост, вы берете их столько, сколько хотите. Бесплатно. А еще на паромах я очень люблю киоски с картами и рекламными брошюрами. Ну все, набрала себе книжек. Буду 3 дня читать. Наше место назначения — это остров. Чтобы попасть на остров, мы сначала приплыли на Ванкувер Айленд, а теперь мы плывем на Квадро Айленд. На нашей палубе все с лодками. Бензином для лодки мы запаслись на Ванкувер Айленд, ибо на большой паром с бензином не пускают. Вот сейчас мы плывем на маленьком пароме на маленький остров. Здесь плыть очень мало, минут 10, наверное. Вот остров у меня за спиной, мы только что отчалили. И билет ты покупаешь только в одну сторону, а обратно тебя везут бесплатно. На острове первым делом мы пошли собирать устриц. Это вот такие они устрицы? Да. Как их потом отколупывать? Руками. В смысле? Мы же их сварить, они раскроются. Вот, смотри, берешь элегантным движением руки. Только маленький. И так и вот. Только не по нему, а рядом. Вообще тихоокеанские устрицы продаются, но их можно собрать самим и съесть, и сварить. Устрицы, конечно, можно есть и сырыми, но нам их вкусно-вкусно приготовили. Спасибо. Был ведро, а вот получилось. И уха, смотри. Мы пришли на другой пляж собирать других моллюсков, но если тихоокеанских устриц мы собирали, чтобы есть, а кламсов мы будем собирать, чтобы на них ловить рыбу. Как-то так. Гани. Отстреливаются. Как картошка. Даже говори. Даже лучше, там Да, маленький. садить не надо. Гораздо меньше работы. Окучивать не. Все, хватит. Нет, это пустой. А? Хей, а тут у нас остров затонувших кораблей. Ну нет, про рыбалку я вам сейчас рассказывать не буду. Это тема отдельного видео, не пропустите, скоро будет. В этом видео речь пойдет про такие фишки Квадро Айленд, как заброшенная шахта, самый безлюдный трейл и самый главный курорт острова – Мейн Лейк Парк. Поехали! Сегодня мы начали день в северной части острова, это бухта Гранит Бэй. Ребята запустили лодку на воду, а моя задача теперь на велосипеде вернуться домой. Это около 20 километров с горки в горку. Здесь нет интернета, но у меня есть карта, я знаю дорогу. В путь! Яйца продаются. А, нету яиц. Блин, еще не нанеслись еще куры. А так $7 за картон. Сюда, наверное, надо складывать денежку. Ну, пока не нанеслись. В начале прошлого века на острове добывали медь, серебро, золото. Это была одна из рентабельных островных шахт.
Сейчас штольни замурованы, а остатки оборудования и шахтерский городок зарос лесом. Я нашла объяснялку про шахту. Здесь есть листочек, и тут все написано. Шахта была открыта в 1903 году, а в 1925 году был пожар, все погорело, и шахты не стали восстанавливать. Но такое, знаете, так тихо, никого нет, как в сказках про заброшенные штольни. В настоящее время главный ресурс острова – это древесина. Здесь очень активно ведутся лесозаготовки. На вырубках садят новые елочки, а чтобы олени не поели, их одевают в такие домики. Ну, думаю, для первого дня впечатлений достаточно. Переходим к событиям дня второго. Меня десантировали на озеро. Сейчас 10 часов, заберут меня в 6. У меня есть все, что мне нужно. Вода, еда, кофе и средства передвижения. Даже 2. Велосипед и пэдлборд. И задача до обеда на велосипеде доехать до хайка, там погулять и вернуться обратно. На время хайка я пэдлборд оставила на берегу озера и на всякий случай приковала замком к цепи, чтобы белочки не своровали. А то они тут знаете какие. Другие вещи оставила под лодкой, чтоб с собой не тащить. И встретились мне в начале пути птицы небывалые. Большие птицы оказались грифами. Как-то неожиданно было увидеть их на елках. Не понимаю, как это работает. Куда бы ни приехала, везде стоит очень много машин и практически не видно людей. Трейл начинался в бухте Йетман-Бэй. Чтобы добраться до бухты, мне потребовался час. Все, стоит кит. Набор первой помощи. Дорогие друзья. Без надобности не используйте, дорогие друзья. Ну что, go! Блин, это канат. Я за него не трогалась, думала, это какая-то ветка мхом поросшая. Это канат. Эй! Капец, он весь в мхе. Да, не часто пользуются. Вот где снорклить надо. Трейл 3 километра идет по лесу, заканчивается на берегу океана. Тропинка по лесу, хорошо ее видно, очень красивая. Ну и для тех, кто не любит людей, а любит природу в чистом виде, вот вам тут понравится. Никого абсолютно, вообще никого. Ну, радует факт, что здесь нет медведей. В прибрежной зоне очень много всякой живности, морские звезды, огурцы. Но снорклить здесь, наверное, плохая идея, потому что очень сильное течение из-за отливов-приливов. Пойду обратно. Классно. Ну все, пришла. Вон мой железный конь стоит. А туда-обратно со всеми посиделками чуть меньше 2 часов. Блин, столько машин. Где все эти люди?
Main Lake Park, безусловно, жемчужина Quadra Island. Это система из 6 озер, связанных между собой каналами. Некоторые каналы проходимы только на каяке или каноэ. На берегу есть турбазы и кампграунды, но доступны они только по воде. Самая скромная цена за ночь на турбазе – что-то около $100. Да и то попробуй найди, все заранее зарезервировано. Отдыхающих подбирают на пирсе на таких плотиках с мотором, ну или на лодках. Некоторые добираются сами. И живут на озере без машин, без интернета. Прикольно, что это не просто озеро-озеро. Это озеро, где можно куда-нибудь приплыть, полазить, понырять. Блин, классно. Тихо так. Жалею, что не провела на озере больше времени. Полдня тут явно недостаточно. Столько берегов неисследованных осталось. Вот и все мои приключения на Quadra Island. Ну вы же помните, что у меня для вас еще история про морскую рыбалку. Поэтому не пропустите следующее видео и подписывайтесь на канал.